Всем привет, это сайт drupalbook.ru, и в этом видео мы разберем, как выводить страницы с помощью кастомного модуля. Мы напишем свой класс, контроллер, который будет выводить с помощью метода обычный текст. Давайте начнем с того, что создадим новый модуль. Как вы видите, он будет находиться в папке Custom. Будем называть модуль DrupalBook и положим в него наш класс контроллера и пару файлов, которые описывают наш модуль, и route. Давайте перейдем в папку с нашим сайтом. Создадим папку DrupalBook. Будем создавать наши кастомные модули в папке Custom, в папке Modules. В папочку Contrib мы будем класть модуль, который качаем в DrupalWork. Итак, в нашем модуле мы создадим файлик, который будет называться название нашего модуля DrupalBook info.yaml. YAML файлы – это текстовые файлы, в которых описывается конфигурация на различные настройки Drupal, в том числе и для нашего модуля. В основном в YAML файлах мы пишем просто строки, которые разделяем двоеточием. Вначале идет имя поля, и потом дальше идет его значение. И так во всех YAML файлах. Давайте напишем название нашего модуля DrupalBook. Нужно добавить описание для нашего модуля. Также нам нужно будет указать, для какой версии ядра наш модуль. Для версии 8.x, для любой 8 версии. Нужно указать тип нашего проекта. У нас это модуль. И также можно еще добавить package, чтобы наши модули были сгруппированы. Ну и опять же добавлю DrupalBook. Этого достаточно, чтобы модуль появился уже на нашем сайте. Если мы зайдем в настройки модуля Extend и поищем наш модуль DrupalBook, то мы уже здесь его можем включить. Давайте его включим. После того, как вы добавляете какие-то дополнительные файлы к нашему модулю или к своему модулю, вы должны будете почистить кэш. Пока давайте просто убедимся, что наш модуль включился. Вот он включенный. Теперь нам нужно добавить route для нашего модуля. Route – это путь, по которому будет вводиться страница. Мы также пишем имя нашего модуля, .routing.yaml. В роутинге мы должны указать имя нашего роутинга. Обычно это имя сайта, например, DrupalBook. И дальше имя роута. Дело в том, что у нас может быть несколько роутов в одном файлике routing.yaml, поэтому мы должны различные имена писать, уникальные. Давайте напишем first page. Двоеточие. Также в YAML файлах заметьте, что нам нужно делать 2 пробела отступа. Не табуляция, не 4 пробела, а именно 2 пробела. Потому что так работает YAML файл. Это формат файла текстового. И нужно строго соблюдать это. Если вы где-то допустите ошибку, например, пропустите двоеточие, либо у вас будет отступ 3 пробела, то Drupal может неправильно прочитать этот файл YAML, и иногда может даже просто поломаться и выкинуть ошибку на страницу. Дальше мы указываем путь. Опять же, может быть, first page. Если вы хотите, например, добавить пробел, то вам нужно экранировать вашу строку в кавычки, обернуть все это в кавычки. Если, например, у вас просто какие-то слитно все написано, то можно оставить без кавычек. Но лучше всего, конечно, все текстовые строчки обернуть в кавычки, чтобы, опять же, не поломать YAML файл и чтобы Drupal мог всегда его нормально прочитать. Дальше у нас идет поле Default. Дело в том, что можно определить route в Drupal различными способами. Одним из них это через роутинг, через файл роутинга в модуле. И Defaults показывает, что мы определяем этот route обычным способом по умолчанию. Дальше мы пишем контроллер. Контроллер – это поле, в котором мы должны указать класс
который будет выводить наш route. И также в этом классе мы должны указать, какой метод мы будем использовать, чтобы выводить опять же этот route. Здесь мы будем написать длинную строчку, которая покажет, в каком модуле лежит наш route. Начинаем мы с обратной косой черты. Пишем Drupal, косая черта, имя нашего модуля, маленькими буквами, как называется наша папочка, так называется наш модуль. Дальше мы пишем контроллер. Мы указываем, в какой папке будет лежать наш класс, наш файл, в котором будет содержаться этот класс контроллера. Контроллер. И дальше мы уже непосредственно пишем название нашего файла, в котором будет лежать класс нашего контроллера. Давайте назовем его FirstPage. Теперь, когда мы написали название контроллера, мы можем, собственно, создать этот контроллер. Давайте его создадим. Абсолютно так же, как мы писали путь к нашему файлу, только мы еще должны добавить папочку source. В эту папочку мы будем складывать все файлики, которые будут автоматически инклюдиться вместе с нашим файлом, вместе с нашим модулем. Дело в том, что Drupal не будет инклюдить все файлы, которые мы прикрепляем к модулю. Он будет их инклюдить только в тот момент, когда это нужно. Например, если мы вводим страницу FirstPage, то он приатачит наш FirstPage контроллер и выведет соответствующий код. Но если мы не будем вводить FirstPage, то и наш класс контроллера тоже не будет приатачен в PHP. Это позволяет экономить ресурсы, позволяет не инклюдить все файлы Drupal, а инклюдить только те, которые будут реально использоваться для вывода страницы. Теперь создаем папочку контроллер. И уже в папочке контроллера мы создаем файлик FirstPage PHP. Отлично. Пока оставим его пустым, продолжим описывать наш route. Давайте добавим title. И еще можно дополнительно добавить requirements. Requirements мы укажем, какие права доступа нам нужны, чтобы открыть эту страницу. Пишем permission. Обычно я не запоминаю все эти поля, потому что их очень много, в каждом модуле свои значения для YAML файлов. Поэтому вам проще иногда открыть справку, посмотреть, как это сделано, например, route в примере, и по этому же примеру сделать свой route. Очень много полей, например, в том же самом в сущностях, в конфигах, везде все разные эти значения, поля, и проще пользоваться примерами. Мы не всегда часто создаем страницы, когда мы делаем сайт на Drupal, чаще всего мы создаем вьюсы и все делаем через админку, поэтому вам не нужно прям запоминать каждое, что значит каждый из этих значений и полей. Просто делайте по примеру пока что. Давайте добавим access content. Итак, мы создали route, он будет вызывать соответствующий файл, и нам еще нужно указать, какой именно метод в нашем FirstPage контроллере будет отрендеривать наш route. Но обычно я пишу content. Все, с описанием route мы закончили. Давайте теперь перейдем в FirstPage и напишем класс для нашего контроллера, для нашего роута. Начинается каждый из наших файлов, которые мы создаем в папке source, начинается с описания этого файла. То есть мы добавляем комментарий и пишем, что это за файл. Пишем contains и пишем путь к нашему файлику. Это нужно для того, чтобы сгенерировать автоматически документацию к вашему модулю, если, конечно, когда-нибудь потребуется. И пишем теперь путь, такой же, как мы писали в роутинге, в описании роутинга. Drupal, Drupal book, контроллер, FirstPage. Точка. Теперь нужно указать namespace, путь к нашему файлу, чтобы Drupal понимал, где лежит наш файл. Namespace.
Drupal / название сайта и контроллер. Нам не нужно написать имя файла, потому что мы уже находимся в этом файле, и писать имя файла не нужно при написании namespace. Теперь пишем наш класс firstPage и добавим еще комментарий к нашему классу. Опять же, чтобы у нас был комментарий для автоматической генерации документации. Provides road for our custom model. Теперь нам нужно будет вывести метод content, который мы определили раньше. Давайте добавим, опять же, комментарий. Display simple page. И здесь нам нужно будет вернуть массив, в котором мы передаем маркап. И, собственно, все. Таким образом, мы написали класс контроллера. Больше нам ничего не нужно, чтобы вывести просто этот текст. Давайте почистим кэш, посмотрим еще раз путь к нашей странице. Мы чистим кэш, потому что мы добавили новый файл, routing YAML. И нам нужно чистить кэш, чтобы он подключился. Вы, конечно, можете отключить кэш Development Services YAML файле, но иногда проще всего почистить кэш, чтобы точно быть уверенным, что наши файлы подключились. Все, у нас все работает. В следующих видео мы разберем более сложные примеры, поэтому можете добавить пока этот пример. Он довольно-таки простой и показывает, как работают, как подключаются кастомные модули. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.